Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на этом канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. Кстати, я завела еще телеграм-канал, где я буду делиться ссылками на всякие штучки, которые я нахожу в интернете для дома и сада, так что подписывайтесь. И сегодня мы с вами сделаем такое настенное панно из ниток, оно немножко бохо стайл, и поэтому я решила его выдержать в достаточно строгих линиях и строгих цветах, контрастный черное и белое, хотя что я рассказываю, вы видели это на превью. Итак, я нарисовала эскиз, как примерно должен будет выглядеть рисунок, и нитки мы будем красить краской для ткани. Я взяла шнур диаметром 3 мм и длиной 500 метров. В качестве шаблона размера я использовала столешницу, она у меня 75 см, плюс 3 см ее толщина. Как вам мой топ, кстати? Я его тоже сама связала. Выкладывала об этом пост в сообществе. Закрепила конец шнура скотчем и намотала весь шнур вокруг столешницы. Потом приклеила 2 полоски скотча и разрезала нитки между ними. Получились отрезки шнура, которые мы будем складывать вдвое и закреплять на деревянном бруске. Но сначала нужно их покрасить. Я разделила все нитки на 4 пучка, обмотала скотчем на разном уровне, чтобы окрасить их по разной высоте. Я взяла вот такую краску для ткани, я красила ткань впервые, не знала, как она себя поведет, так что это был эксперимент. Вода должна быть горячей, не ниже 60 градусов. Я немного напуталась с инструкцией, налила 4 литра воды вместо 6, и раствор получился более концентрированный, но в принципе мне это подошло, потому что я хотела получить именно насыщенный черный цвет. И я стала окунать пучки шнура в раствор. И, видимо, нитки были пропитаны каким-то гидрофобным составом, потому что намочить их было не так-то просто. Следующие пучки я предварительно намочила в чистой воде, чтобы погружение прошло проще. Оставила на 40 минут. Когда я стала доставать, оказалось, что внутри пучки не прокрасились, тогда я смочила их еще раз руками, долила кипятка и оставила еще на час. Когда вода остыла, достала их и отжала все нитки. Разобрала и разложила для высыхания. Вообще, по инструкции ткань нужно постирать после окрашивания, но так как это не одежда, я не стала этого делать. Когда шнуры чуть высохли, они уже ничего вокруг не пачкали. Теперь нам нужно закрепить нитки на круглой планке. Я купила ее размером 1 метр специально, чтобы не пилить ничего лишнего. Закрепляю нитки вот таким узлом и плотно прижимаю друг к другу. Я брала попеременно нитки из разных пучков, чтобы получился такой неровный рисунок. После того, как я дошла до конца, у меня осталось несколько отрезков, и я решила закрепить их вторым слоем. Продеваю их при помощи крючка через петли уже закрепленных ниток. Теперь сделаем крепление для панно. Для этого я взяла деревянные бруски и делала из них такую как бы коробочку. Вот здесь я покажу схему распила. Распилила их, подшлифовала и склеила клеем ПВА.
Закрепила зажимами по краям и прижала тяжестями посередине, потому что больше зажимов у меня не было. Получилась вот такая коробочка, в которую будет вкладываться планка с нитками. Когда клей высох, покрыла маслом для дерева. Чтобы получить плотное покрытие, я не втирала масло. Готовую рамку надела на брусок с нитками. Он вошел достаточно туго, но когда я прикрутила крепление, саморезы еще дополнительно его зафиксировали. Вешаем на стену, и осталось только подровнять концы. Я приклеила на стену скотч в качестве ориентира и подрезала ножницами выбивающиеся кончики. И вот такое панно у меня получилось. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Делитесь вашими впечатлениями в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал. И до встречи в новых выпусках. Разошлось чуть-чуть. Надо починить.